Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. И с вами, как всегда, Мирослава. Наконец-то я вернулась к своей работе. Я надеюсь, буду работать уже в обычном режиме, радовать вас новыми мастер-классами, интересными идеями. И мое возвращение совпало с одним из самых любимых периодов в году, а именно подготовка к новогодним и рождественским праздникам. И в декабре не только эта подготовка, да, не только этот прекрасная суета происходит, а еще и день рождения канала. А так как ни один праздник, так уж совпало исторически, ни один праздник не проходит без этого прекрасного напитка, без шампанского, я решила первый мастер-класс посвятить именно декору, новогоднему декору бутылки шампанского. Мои дорогие, хочу вам напомнить о том, что на канале Колыбель искусства уже стартовал розыгрыш замечательных подарков. Этот розыгрыш посвящен дню рождения канала. Он будет проходить до 16 декабря включительно, поэтому будьте активны, оставляйте свои комментарии. Чем больше комментариев вы оставите, тем больше шансов у вас выиграть замечательные призы. Также оставляйте свои лайки. И самое главное, вы должны быть обязательно подписанными на канал Колыбель искусства. Я желаю вам удачи, будьте активны, и тогда обязательно эти прекрасные призы будут вашими. Итак, приступим. Я уже подготовила бутылку, убрала всю бумагу, помыла ее, обезжирила. Обезжирить вы можете спиртом или ацетоном. После чего я белой акриловой краской пройдусь для того, чтобы загрунтовать поверхность. Для чего мы грунтуем поверхность? Для того, чтобы лучше было сцепление со всеми материалами, с которыми вы будете работать в дальнейшем. У вас не будет сползать краска, хорошо будет клеиться декупажная карта. Декупажная карта будет смотреться более ярко. Вот для этого мы используем грунт. Я использую просто белую акриловую краску, вы можете использовать грунт по стеклу, если у вас есть такой. В принципе, с этой задачей вполне справляется и обычная белая акриловая краска. Кисточка увлажненная, напоминаю. Сильно густой слой нам не нужен, просто слегка покроем. Так, я загрунтовала поверхность, сейчас я ее высушу, и в том месте, где у меня будет декупажная карта, я покрою еще раз, чтобы более ровный и плотный более ровная и плотная белая основа была. Так, грунт высох уже на поверхности. Напоминаю, если вы будете работать дома, не будете торопиться, пожалуйста, не пользуйтесь феном, лучше все работы с грунтом делать заранее. То есть вот сегодня сделали, а завтра спокойно приступайте к работе. Пускай грунт хорошо просохнет. Вообще все этапы лучше, чтобы высыхали у вас в естественных условиях, не без использования фена. Так, грунт высох. Я взяла декупажную карту, вырезала той формы, которая мне необходима. Сейчас я ее увлажню. Возьму водичку. Замечательно. Уберу лишнюю влагу. Так, возьму клей для декупажа, кисточку. Все как обычно. Сначала наносим клей. На поверхность. Хорошенько.
Беру карту. Сейчас возьму файлик, чтобы получше приклеить и не испортить картинку. Уберу все излишки воздуха. Есть лишний воздух. И выровняю. Итак, что я сделала? Я приклеила декупажную карту. Сверху покрыла ее еще раз декупажным клеем после того, как сняла файл. Я ее разровняла, сняла файл, покрыла клеем. Все просушила и покрыла ее лаком. Всегда перед следующими работами, после того, как хорошо высохнет карта на поверхности, покрывайте ее лаком, защищайте. Если вы хотите более подробно увидеть эти этапы, пожалуйста, переходите к мастер-классам, которые выходили ранее, там все более подробно показано. Что я сейчас буду делать? Я взяла золотую краску акриловую, кисточку и покрою всю поверхность золотой краской. Приступаем. Краску я беру с баночки, так как у меня они очень быстро израсходуются. Вы в домашних условиях, конечно, краску перекладывайте куда-нибудь на тарелочку или на какую-то поверхность и используйте там. Если вы будете постоянно влажной кисточкой, да, туда-сюда, то она просто прокиснет, испортится у вас краска, засохнет, в общем, испортится. Поэтому лучше куда-нибудь ее выкладывать. Так, приступаю. Итак, вся поверхность покрыта золотой краской. Покрыла я ее в один слой. Видите, она не очень плотно легла. Это не страшно, потому что дальше еще будут этапы. И в принципе такого покрытия вполне достаточно. Что я делаю дальше? Я беру однокомпонентный кракелюрный лак, широкую кисть и буду покрывать поверхность хаотично, разные мазки. Просто и вот таким образом покрываю. Где-то толще, где-то шире, где-то нет. Так, просматриваю, все ли я покрыла. Главное, убирайте капли, вам они не нужны, чтобы он ровно лег, без подтеков. Я думаю, этого достаточно. В моем случае посмотрели, все нравится, и оставляем высыхать. Кракелюрные лаки сохнут по-разному, все зависит от температуры в комнате, от самого состава. Смотрите на инструкции, но в среднем около пару часов, может быть полчаса. Опять-таки все зависит от температуры в комнате. Даем ему хорошо просохнуть. Пока кракелюрный лак высыхает, я не буду терять времени и сделаю объемные элементы. Для этого я буду использовать такие силиконовые формы и самозатвердевающуюся глину. Вы можете, конечно, работать с пульпой или с двухкомпонентными составами, к чему вы привыкли. Пожалуйста, то и используйте. Так, я работаю глиной. Я ее разминаю. Глину использую разную, подбираю, пробую, то есть конкретно рекомендовать там какую-то именно, не знаю, все в принципе с любой можно работать. Все, что представлено на рынке, пробуйте под себя, они есть мягче, есть плотнее, то есть каждому мастеру свое, да, кому какая больше подойдет. Таким образом заполняю.
Вот таким образом вы делаете столько элементов, сколько вам необходимо для декора. Немножко себе можно так набросать какие-то, да, идейки и сделать необходимое количество. После того, как все ваши объемные элементы будут готовы, их можно покрыть сразу первым слоем или по бокам, как вам будет удобнее, краской основной, которая будет у вас на изделии. Я буду использовать коричневую и зеленую. Маленькая кисточка. Так вот аккуратно все прокрашу. Чтобы потом не портить изделие. Минимально, чтобы пачкалось. Аккуратненько. Особенно то, что касается боковинок. То есть, если верх мы еще будем с вами подкрашивать, там, да, то вот боковиночки, те, которые будут ближе к картинке, к самому изделию, их лучше прокрасить и спокойно потом клеить и доводить уже в конце. Где-то добавлять краску, где-то декорировать. Вообще, все это мы сейчас с вами будем делать. Сейчас красим. На этом этапе кракелюр высох. Я беру зеленую краску, акриловую краску я беру. Влажная кисточка должна быть. И буду сейчас покрывать всю поверхность. Так, ну замечательно. Я уже вижу, как появляются трещинки. Вот как легла краска. Все мне нравится. Тот эффект, который я хотела, получается потихонечку. Сейчас я чуть-чуть оставлю, чтобы краска схватилась. Немного досушу феном и будем клеить объемные элементы. Ну что же, краска у меня уже в принципе хорошо, не до конца еще высохла, но объемные элементы я могу уже, собственно, приклеить. Приступаем. Ну вот таким образом. Далее выкладываете объемные элементы, да, приклеиваете их к поверхности, руководствуясь своим вкусом и своим желанием, своей задумкой. Итак, все элементы приклеились, они высохли, хорошо держатся на поверхности. И сейчас я буду украшать, доделывать, уже такой будет декор для украшения, для акцентов. Что я буду для этого использовать? Я буду использовать жидкую поталь в основном. Скорее всего, на ней остановлюсь, но буду смотреть в процессе. Итак, я беру цвет старая бронза. Не забываем взбалтывать ее, надо все время жидкую поталь. И вот, чтобы получше было видно. Таким образом. Полностью не буду закрывать, где-то пройдусь. Так, а для шишек я потом продолжу старой бронзой все зеленые элементы, а шишки я возьму просто золото. Итак, я выделила все объемные элементы жидкой поталью, брала цвет старая бронза, золото и немножко кофейная шампань. Вот такой красивый рисунок, по моему мнению, у меня получился. Также сверху вот эту фольгу, да, я покрыла тоже полусухой кистью, жидкой поталью, старая бронза, чтобы как-то это все выровнять, и она не была такой темной, акцентной. Все-таки мне хотелось бы, в принципе, для винтажной работы, для такой состаренной работы, это
вполне допустимо, да, но все-таки Новый год, хочется немножко более ярких моментов, поэтому я возьму, у меня такая патина золото есть, если у вас есть воски, может быть, пальчиковые так называемые, или любые другие моменты, да, даже той же золотой краской, опять-таки полусухой кистью можно это сделать. Я немножко хочу еще добавить красоты, блеска, акцентов. Поэтому прям на палец вот немного и где-то пройдусь. Вот таким образом. Особенно шишки. Мне хочется, чтобы заиграли. Поинтереснее становится все. Более такой праздничный оттенок приобретает. Так. Вообще эти работы, конечно, вот эти добавления восками, патинами, лучше это все делать на следующий день. Почему? Потому что у вас все высохнет хорошо, все между собой подружится. И вы уже на следующий день, прежде чем покрывать лаком, конечно, вы придете, да в принципе, даже если вы покроете один раз, ничего страшного, хотя смысла в этом никакого нет, но на всякий случай предупреждаю. Вы придете, увидите, ага, вот здесь вот я бы что-то добавила, а может быть меня все устраивает, тогда вот прям сразу в лак хорошо и закончили. Поэтому сразу не торопитесь закончить. Чуть-чуть растяните это удовольствие. Дайте глазу отдохнуть. Видите, я прям слегка-слегка, еле-еле прикасаясь. И вот совсем уже по-другому, да? Сразу такой блеск приятный появился. Не очень удобно показывать уже, извините. Ну, принцип понятен, я надеюсь. Здесь ничего особо такого заумного, замудренного нет. Просто аккуратно. Вот как-то так, наверное, все. Мои дорогие, подошел к завершению этот мастер-класс. В результате получилась вот такая нарядная, винтажная, новогодняя бутылка. Я надеюсь, вам было интересно сегодня провести вместе со мной свое время. Вы что-то для себя подчеркнули новое или просто нашли интересную идею, как еще можно задекорировать шампанское к праздникам. Но если вы впервые на канале и вы еще не видели наших мастер-классов, ниже под видео будут ссылочки на все новогодние мастер-классы, поэтому переходите, смотрите, обучайтесь. Если видели, можете вернуться посмотреть, может быть там что-то, знаете, что-то забыли с одного, с другого и получите свою оригинальную, какую-то оригинальную идею. Ну, а на сегодня все, я буду с вами прощаться. Хочу напомнить, что проходит розыгрыш на канале Колыбель Искусства. Он будет до 16 декабря включительно. В результате будет 5 победителей, которые получат, как всегда, прекрасные подарки от компании Колыбель Искусства. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вам надо быть подписанным на канал Колыбель Искусства, оставлять как можно больше своих лайков и комментариев. Чем больше комментариев вы оставите, тем больше шансов у вас выиграть замечательные подарки. На сегодня все. Всего вам доброго, до новых встреч и давайте творить вместе.